странах Восточной Европы и Центральной Азии женщинам запрещено работать по сотням профессий. Да, вы не ослышались. Сегодня списки профессий, запрещенных женщинам, действуют в 7 странах бывшего Советского Союза. Это Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. И проблема эта серьезная. Профессиональные запреты касаются около 80 миллионов женщин. В результате мы решили инициировать кампанию, которую назвали по-английски All Jobs for All Women, то есть все работы всем женщинам. И эта кампания сейчас идет, она на сайте attentionmemorial.org. Мы тоже готовы в рамках этой кампании сотрудничать со всеми и межгосударственными институциями, и правительствами, парламентами стран, и юристами, а также в первую очередь, главным образом, самими женщинами, которые хотят обеспечить себе доступ к этим работам. Вообще, мои коллеги очень сильно удивляются, когда я говорю, что у нас есть такой законодательный запрет. Первая реакция этого не может быть. После того, как человек заглянет в перечень запрещенных профессий, убедится, что он действительно существует, разговор переходит в русло: ну ведь ты же работаешь, ну значит это все чистая формальность, никакой проблемы нет, никакой дискриминации нет. На самом деле дискриминация есть. При рождении меня спросили, кем бы ты хотела быть, и мое сознание уже существовало на тот момент, я бы сказала, что я хочу быть мужчиной, потому что так удобнее. Но это 100% не про трансгендерность. Тело мне мое нравится и никак мне не мешает. Это про социальное. Я очень благодарна руководству своей фирмы за то, что для меня они фактически пошли на прямое нарушение трудового законодательства Российской Федерации. Но если фирма идет на нарушение одного пункта законодательства, то нет никаких гарантий, что завтра не будет нарушен 2, 3 и 4, что будет уже не в моих интересах. А я никак не смогу защититься от этого юридически, потому что, в общем-то, меня и не должны были брать на эту работу. Это не только лишает меня юридической возможности бороться за свои права и социальных гарантий, но еще и создает для меня узаконенный стеклянный потолок. Потому что честные компании, которые не нарушают трудовое законодательство, выплачивают гораздо большие зарплаты, обеспечивают намного лучшие условия труда. Пока действует этот перечень запрещенных профессий, на работу меня не возьмут. Списки запрещенных профессий в разных странах похожи. Их общий источник – советское законодательство. А после распада Советского Союза запреты на женский труд попали в трудовые кодексы независимых государств. Сейчас женщинам запрещено работать на высоте, под землей и под водой, тушить пожары, водить поезда и грузовики. Всего под запретом более 400 профессий. Ну, мы знаем то, что есть определенный запрет, да, на какие-то отрасли, да, или виды деятельности, где запрещен женский труд. И я бы отметил, что это ведь продиктовано не каким-то унижением, да, там, ограничением, это продиктовано в первую очередь заботой о женщинах, да, чтобы они, пытаясь куда-то устроиться, но тем не менее не нанесли вред своему здоровью. Даже при Советском Союзе, вот первые женщины-водолазы, 30-е там годы, этот вопрос решался на уровне правительства. То есть приходилось писать письмо с разрешением там, на обучение водолазному делу. Если человек погружается под воду и все, это дайвинг. Если человек одевает водолазное снаряжение, вот, и за счет этого он идет к месту своему рабочему. У него место рабочее под водой. На мой взгляд, если женщина думает и планирует, наверное, да, семью, детей,
то мне понятны те ограничения, которые накладывает министерство, да, и Министерство здравоохранения. Запреты объясняются защитой женщин и их репродуктивного здоровья. Но на самом деле это самая настоящая дискриминация. Ведь для мужчин подобных защитных мер и законодательных профессиональных запретов не существует, хотя работа на атомных подводных лодках или атомных станциях несомненно вредна для репродуктивного здоровья мужчин. Но им не запрещают работать в этих местах, это их выбор. Нет такого закона не пускать их туда. А женщинам государство навязывает роль только жены и матери, независимо от возраста, желания и возможности иметь детей. Есть такая штука, как перечень профессий. И опеньки, что называется. Я тогда уже совершил переход, я написал информационное письмо, рассказал о себе. После того, как сразу я внесла изменения в личные данные, меня позвали, сказали, ввиду того, что вы женщина, то есть я все-таки женщина, ввиду того, что вы женщина, вы не можете работать на этом участке, а других вакансий для вас у нас нет. И я, как наивная дурочка, до последнего момента думала, что я для компании как-то важна, чем-то, своими знаниями, опытом. И мне говорили, что нет, ты как только получишь документы, до свидания. Я не хотела в это верить. И наверное, отгоняла эту мысль. Я, наверное, думала, что все-таки это да, возможно, но как-то все равно отгоняла. И когда все-таки это случилось, и документы поменялись, и меня так посадили и сказали, вы нам не нужны. Если бы этот хотя бы список применялся только к беременным женщинам, это еще можно было понять. А ко всем подряд, мне кажется, у ребенка в школе спросил, он тоже скажет, что это неправильно. Светлана Медведева скажет о своих проблемах с специальностью, выбранной ею. Несмотря на имеющееся у меня образование, меня не принимают на должность моториста рулевого. По российскому законодательству эта профессия входит в список запрещенных для женщин. При этом у меня есть уже 2 детей. Принятое постановление мнимо пытается укрепить репродуктивное здоровье женщин. В данном случае параметры шума, поднятия тяжести, вибрации влияют на беременную женщину, а точнее на плод. Самих женщин не спрашивают, хотят ли они иметь детей, могут ли стерилизация, бесплодие, превышение детородного возраста также не является исключением для разрешения на работу. Постановлением правительства Кыргызской Республики номер 158 от 24 марта. Женщины имеют право сами принимать решения о том, что им важнее – быть матерями или профессионалами, работать в море, на высоте или делать карьеру в других областях. Если работа несет риски для репродуктивного здоровья, работодатели и государство должны принимать меры для уменьшения этих рисков и защиты здоровья и мужчин, и женщин. Что? Вопросов нет. Вас сравнивают? Вслух не сравнивают. Но я и так знаю, что, естественно, это естественная реакция сравнивать, потому что все-таки мужчины и женщины, они с разных планет, я так понимаю. И мужчины встречаются со своими страхами, кто-то бывает и темноты боится, кто-то и маски боится сделать даже первый вдох, огня боятся, замкнутых пространств. Ведь тоже, мужчины же тоже люди, такие же, как и женщины. Почему монтажные работы на земле не вредны, а на высоте вредны? Почему можно работать оператором крана на земле, но нельзя на водных платформах? Рассматривая дело Светланы Медведевой, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин запросил у правительства России научные данные о том, какой вред наносит женщинам работа механика на корабле. Правительство таких доказательств не предоставило. Скажите, пожалуйста, какие специальные требования
предъявляются к работе моториста рулевого, который не может выполнять женщина? Если бы, первое, данная должность у нас бы не отнесена была к запрещающим поставить, да, согласно национальному правительству, и, соответственно, карта аттестации была бы допустима применение задачи, мы бы не возражали. Мы свою позицию не меняем, мы об этом говорили в 2012 году, когда рассматривали впервые это дело. В следующий момент речь идет о том, что мы не готовы идти на нарушение действующего законодательства, принимая на эту работу женщин. Random set of jobs that were determined that women couldn't do. This exclusion of women, these choices that were made about women and about women's futures, but that women weren't allowed themselves to make those choices. К тому моменту уже было 3 года, как я просилась перевести меня на спасателя. В общем, вызывает начальник службы меня. Вот, если я вам предложу другую должность. Сказала, что нет, потому что моя цель именно спасателем быть. А все остальное я и так могу делать в жизни. Как бы ушла из одного офиса, не для того, чтобы сидеть другими, а для того, чтобы попробовать. Вот, и тогда он говорит: хорошо, принимает решение, садитесь на станцию, только, пожалуйста, больше никуда не пишите. Меня поставили на станцию Крымский мост, взяли в штат, и я начала ходить полноценным спасателем сутки трое. Так продолжалось 4,5 года. Все, потом сменился руководитель департамента, пришла новая политика и решили всех женщин убрать. Истинную причину я не знаю. Я могу только догадываться, высказывать свои предположения, но это будет моя версия. Нам выдвинули историю, что это очень опасно, что вот недавно произошел несчастный случай в пожарно-спасательном центре, и, не дай бог, это случилось бы с женщиной. Все, объяснения были такие. Чтобы не подвергать опасности вас и не брать на себя ответственность, давайте мы всех девушек просто уберем. Сегодня, благодаря техническому прогрессу, многие профессии перестают быть такими тяжелыми и опасными. Вырыт большой колодец, большой глубокий. И когда ты спускаешься по этому колодцу, еще нарезаны вот так вот горизонты. Горизонты между собой имеют расстояние в 75 метров. Я рассказываю именно за свою шахту. Ну, допустим, я спускаюсь на глубину 900 метров, и потом еще километр иду, и у меня там своя отдельная камера. Я управляю машиной, которая спускает людей в шахту. Вот у меня маленькая клеть на одну площадку, там 35 человек можно посадить. И непосредственно с шахтерами там все время сигналистка находится. В общем, все идет именно через машиниста подъема. И в основном это именно женщины. Профессиональные запреты усиливают социально-экономическое неравенство и уязвимость женщин. Работа в нефтегазовой, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности престижно и хорошо оплачивается. Но женщинам запрещено работать в целом ряде профессий в этих областях из-за мнимой заботы об их репродуктивном здоровье. Невысокий заработок мужчин не прельщает. Абсолютно. Хотя ответственность очень большая. Очень большая. Там в доли секунды нужно сообразить, какое принять решение для того, чтобы не травмировать людей, чтобы не было смертельных исходов. Вот есть повсеместный запрет подземных работ. И ссылаются на Мотовскую конвенцию под номером 45 о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода. Весь упор делается на репродуктивной функции. А кто-нибудь делал исследования по последствиям всех этих условий именно на мужскую физиологию? Никто же не делал. А также же самое влияет и физический труд, и вибрация. Какая разница, женщина, мужчина или ребенок? Мы все заслуживаем хороших условий труда. В то же время существующие запреты не защищают женщин от тяжелых работ,
которые они выполняют в домашнем хозяйстве. Во многих странах разрыв между зарплатами мужчин и женщин достигает 30%. А кто не включал? А кто не включал? Соседи. Вот где соседи сейчас? Ушли, чтобы обещать детям. Ну, это шашка обычная. Обычная магазинная шашка. Окна откройте, там у себя в Нет. Не надо открывать. Нет, серьезно. Это обычная шашка. Она и в парниках используется. От разных всяких тварей. Лучшее решение – это полная отмена списков запрещенных профессий в соответствии с международными стандартами в области прав человека. По сути, запрещенные профессии для меня это нарушение прав человека в принципе. Ведь не в профессиях дело, а в нарушении права женщины выбирать ту или иную профессию как таковую. Это долгий путь, и в середине года мы все-таки убедили Министерство здравоохранения в том, и этот приказ был подготовлен, и полгода он обсуждался очень активно. Мы убеждали разные министерства и разных министров, которые лично мне говорили, что я хочу, чтобы женщины поднимали по 200 килограмм, и я не люблю женщин. Но тем не менее, мы отменим приказ 256 о списке запрещенных профессий за исключением вот этой одной главы, которая записана и зарегистрирована в Конвенции 1935 года. Ну, так и случилось. В декабре прошлого года этот приказ был ликвидирован, и я считаю, что Украина прошла очень быстрый путь по ее ликвидации. Многие женщины уже сейчас работают по запрещенным профессиям. Это означает неофициальное трудоустройство, отсутствие социальных гарантий и защиты, включая больничный, декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Права женщин, которые работают неофициально, могут легко быть нарушены работодателем. Изменить установившуюся систему нелегко. Однако в последние годы женщины стали активно бороться со списками запрещенных профессий. Скажите, пожалуйста, Светлана Валерьевна, почему для вас важно получить была именно эту работу нотариуса рулевого? Она более оплачиваемая по сравнению, чем матрос. И из моториста рулевого можно дипломироваться в капитан-механика и работать в команде. В 2017 году ADC Memorial запустил кампанию All Jobs for All Women. Цель кампании – добиться отмены профессиональных запретов для женщин во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии. Идея кампании родилась, когда к правозащитникам обратилась Светлана Медведева. Она не могла устроиться на должность моториста рулевого речного судна, так как работа в машинном отделении женщинам запрещена. С одной стороны, диплом о высшем образовании позволяет ей после определенных регистром часов практики в качестве моториста рулевого занять командную должность капитана, а с другой стороны, пройти эти часы она не может в связи с существующим запретом на работу мотористом на речных судах для женщин. Таким образом, полученное ею образование совершенно обесценено. Жалоба Светланы Медведевой рассматривалась в российских судах, а затем дискриминация и нарушение ее трудовых прав были признаны Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Затем и Верховный суд Российской Федерации признал, что профессиональный запрет для женщин нарушает международные стандарты равенства и недискриминации. Мотористы рулевого, которые работают на данном теплоходе, мужчины, да, естественно, работают. Исковые требования Медведевой Светланы Валерьевны к обществу граничной ответственности Самарское речное пассажирское предприятие
удовлетворить частично, признать решение общества с ограниченной ответственностью Самарское речное пассажирское предприятие об отказе в заключении с Медведевой Светланой Валерьевной трудового договора по мотиву запрета применения труда женщин, нарушающим запрет дискриминации женщин в сфере труда по признаку пола и принципам международного права, нормативно закрепленных в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Что это значит? Расскажите мне теперь, что это частично. Это важно для вас? Какие это важные части? Нет, безусловно, это очень важно, потому что суд согласился прежде всего с тем, что отказ в приеме на работу является дискриминацией. Это было ключевым требованием, и суд прямо указал, что отказ в приеме на работу нарушает запрет дискриминации, как он установлен в международном праве. Это означает, что фактически приоритет и выбор суда был сделан в пользу международной конвенции. Это конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Усилия защитников прав женщин не проходят даром. В Трудовом кодексе Молдовы ненужные профессиональные запреты были отменены в 2017 году, сразу после начала кампании. В Украине список запрещенных профессий был отменен в декабре 2017 года, в Узбекистане в марте 2019 года. В России и Казахстане списки запрещенных профессий были сокращены. Белорусские власти рассматривают возможность сокращения списка, пересмотр списка обсуждается и в Кыргызстане. Однако одной только отмены списка запрещенных профессий недостаточно. Необходимо создать условия для трудоустройства женщин, открыть набор в учебных заведениях на прежде недоступные профессии, информировать женщин и работодателей о том, что запреты больше не действуют. Меня зовут Лера, я учусь на 4-м курсе. Собираюсь ли я работать по специальности? Я могла бы работать по специальности, не уверена, что буду, по причине, потому что я, скорее всего, не смогу найти себе работу в дальнейшем, хотя как раз к окончанию мы выпускаемся в 2021 году, и как раз в этом году должен вступить в силу закон. Я не знала, что я столкнусь с тем, что я не смогу работать. Я не думала никогда на эту тему, что меня могут не взять на работу по той причине, что я девочка. Я даже не задумывалась на эту тему. Я поняла это уже, будучи здесь, учась в университете. Потому что преподаватели так относились? Или просто вы вот в какой-то момент? Мы сами с этим столкнулись, когда пытались найти себе практику, которая нам нужна обязательно для получения диплома, а мы получаем 2 диплома. И когда мы с этим столкнулись, звоня, не знаю, уже в 20-ю компанию, и когда нам сказали, что раз вы девушки, мы вас не можем взять. Да, когда они если понимали, для себя что всю информацию, да, мы спрашиваем то... для нас, да. Нам говорили, что нет, мы можем взять только мальчиков. Это очень сильно расстраивает, потому что... Да, когда ты настроен на работу, ты думаешь, что вот сейчас я найду себе практику, я буду там работать, а ты звонишь в 1, 2, 5, 20-ю компанию, и тебе говорят, что нет, не потому, что там ты учишься на 2-м курсе, не потому, что ты еще недостаточно опытная, а потому, что ты девочка. Борьба за полную отмену профессиональных запретов для женщин продолжается. All jobs for all women.